Доброе утро, ребята! У нас такое яркое, но серое субботнее утро. И сегодня первый день китайского Нового года, когда он отмечается повсеместно. 10 февраля, по-моему, и 15 дней он длится. Этот год — год дракона. Не то чтобы я сильно верю в зодиаки, но Джейкоб меня просветил этим утром. И он обожает азиатскую культуру, поэтому он вычитал, что сегодня в Чайнатауне будут какие-то празднования, фестивали, все такое. Это называется Spring Festival. И он уже туда поехал погулять. Вот, а я решила медленно собраться, не спеша, немножко прибраться, одеться, накраситься. Я люблю, когда дома никого нет, и это вдохновляет меня на уборку. Когда дома что-то происходит, и убираться как-то не круто, особенно если ты живешь не в гигантском доме, где можно спрятаться ото всех. В небольшой квартире в Нью-Йорке. Я уже сделала свой легкий макияж, это мой любимый лук, такой natural kinda look, когда у тебя почти не видно, то ли ты накрашен, то ли нет. И сейчас я планирую немножко прибраться, одеться, и я встречу Джейкоба там же, в Чайнатауне. У нас сегодня плюс 15, я не могу в это поверить, потому что выглядит все довольно серо и холодно, но это правда, сегодня плюс 15, поэтому ощущается в Нью-Йорке это как очень-очень тепло, примерно кожаная куртка, kinda weather. Вот, и я даже не знаю, что одеть, потому что у меня в основном такие теплые вещи с краю висят, вот, а все такие более легкие, они убраны куда-то в шкаф, поэтому я попробую что-нибудь примерить. Все мои 33 пары джинс куда-то убраны, поэтому я пойду в тех, что оказались ближе всего. Ну, кстати, это очень классный цвет такой, он как бы синий-серый, мне очень нравится, я его купила только по причине этого цвета. Наверх я подумываю одеть вот этот бомбер от Nike, либо его, либо кожаный укороченный пиджачок. Но так как я его купила в Испании, я успела его затаскать немножечко в свою поездку в Европе. Вот этот у меня лежал, ждал меня в Техасе, то я как-то немножко по нему соскучилась и думаю, что, наверное, я одену его. Смотрим. Он, кстати, непродуваемый, что очень круто. Поэтому, если вдруг будет ветер, все-таки мы в Нью-Йорке. Итак, осталось выбрать обувь. У меня есть вот эти вот Nike со вставками Dior, это ручная работа, либо New Balance. Я их обожаю просто. Я по ним тоже соскучилась. Наверное, я пойду в New Balance, потому что они такого сероватого цвета, и у меня такой будет Total Grey лук. Самый короткий путь в Чайнатаун через Бруклин-Бридж Сити Холл. Бруклин-Бридж сзади меня, а я прохожу как раз суд, здание суда, где я была в день своей свадьбы, кстати говоря. Сейчас вам покажу. Я вам покажу ЗАГС, и я вам покажу суд. ЗАГС — это где мы женились, это Манхэттенский ЗАГС, а суд, потому что нам нужно было, чтобы нас поженили прямо сегодня, в тот же день. И для этого нужно было разрешение судьи, потому что обычно ты как бы записываешься, платишь пошлину, и потом тебя сама церемония только через 2-3 дня. Но Джейкоб улетал, и нам нужно, чтобы это было прям сразу в один день. Вот оно, кстати, здание суда. И вот сюда мы ходили, просили расписку у судьи, что нам срочно надо жениться, мы не можем ждать. Я думаю, как вы поняли, здесь очень много происходит фотосессий свадебных. И не только, и фэшн. Ну, потому что красиво. Такие прям высоточки. И рядом, кстати, есть парк, где у нас была, ну не фотосессия, а просто нас подружка сфоткала в день свадьбы. Для нашего кейса на грин-карту, блин. А это вот ЗАГС. Вообще, откровенно говоря, с такой погодой у меня даже нет ответа на вопрос, ну как тебе в Нью-Йорке после Лос-Анджелеса? Ну или там после Майами. Потому что, ну как бы у нас даже зимы не было как таковой. Вообще я думала, что в январе начнутся какие-то морозы, но у нас по факту был только 2 дня, 1-2 дня снега. И все. У нас очень комфортная погода. То есть сегодня супер тепло, но обычно это там плюс 5 каждый день. То есть бывает, конечно, прохладно, но так, чтобы я прям месяц не вылазила из шубы и не хотела выходить на улицу, такого нет. Поэтому, если честно,
В Нью-Йорке прямо очень комфортная погода, ребят. Советую. Hello. Hi. You want some poppers? What is it? They're poppers. Oh my god. Я не знаю, что это. You see? Yeah. Wait, hold on. Very good. Do it again. 2. Chinese New Year colors. Chinese New Year color. Ой. Короче, я первый раз вижу такую штукенцию. Они называются poppers. Короче, ты их бросаешь на землю, и они должны издать такой звук, практически как петарды, только они не взрывают. Is that fireworks or no? They're kind of like a firework, yeah. But what are they made of? They're made of like gunpowder, Oh. but like very small amounts of like flammable gunpowder-ish material. Starting with red. Класс. Мы тут встали около магазина украшений. Я говорю, Джейкоб, ты мне китайские кольца выбираешь? Он говорит, да. Выбираю тебе китайское кольцо. Все улицы у них перекрыты в Чайна-тауне. Короче, пойдем сейчас гулять. Ой, смотрите, сколько конфетти. Must be really good. We should come here when it's not Chinese New Year. Короче говоря, я не осознала, но это чайная. И здесь огромная очередь, она уходит просто за весь квартал. То есть, о май гад, посмотрите, как красиво. Такая девочка милая. Кругом конфетти. Джейкоб предлагает тоже купить. Боже, как громко. Новый год. Честно. Единственное, что я должна сказать, это то, что моя надежда поесть какой-нибудь азиатской еды медленно тает. Потому что здесь такие очереди везде, это что-то. А я в последнее время очень хочу какой-нибудь азиатской еды, либо рамен, либо удон, либо суп фо. I was just gonna say that I was actually hoping for some Asian food, like Chinese or something like pho. Yeah, we could do that. We could do Asian food. But you already ate. I got, well, it was really good. Вот так. Мне улыбнулась удача. У Джейкоба фо с курицей. А у меня с мясом. What? No problem. Очень вкусно. Боже мой. Это просто божественно.
Tell us, what did you learn in Russian? What did I learn in Russian? What do you know in Russian? Я надо... I'm like put on the spot here. Oh, come on. Я хочу... Ты хочешь... Идешь в магазин? Ты хочешь пойти в магазин? Ты хочешь пойти в магазин? What else? Медведь, утку. Yes? Да. Okay. Can you just start over? I don't want to. Okay, start over. Okay, what did I learn in Russian? Что ты делаешь сегодня? Что ты делаешь завтра? Okay. Можно есть... Можно есть чашка... Суп, пожалуйста. Можно есть суп, пожалуйста? Можно есть суп, пожалуйста. Well, nobody says that. Bowl of soup. Можно мне bowl of soup? Можно мне bowl of soup. Well, that's not Russian. Say it again. Можно мне чашка... Чашка суп. Чашка суп. Суп. Красота какая. Мы на верхнем Иссайде. Okay, say we are going to the coffee shop. Мы идем в кафе. Well, that was easy. Okay, fine. Мы идем в кафе. Okay, what about we gonna buy a bun? Oh, how do I call Chester? What do you call it? I always call him this way. What did I call him? Trying to like wrap my head around it. I think I know. You call him. Can you tell me? Булочка. Yeah, булочка. Ничего не помнит, а? Should I tell him Помочь? about your colleague? Нет. Should I tell him? I should, right? Нет. Не говорю по-русски. That's exactly what I should tell them. Мы идем в кафешечку, где безглютеновые булочки и хлеб. Я эту кафешечку... Вот перестань. I'm not talking about you, I'm talking about the bread. I'm talking about the light. That's a cafe. Слушайте. This is it? Yeah. Oh, light. Great. Обалдеть. Я была здесь, когда получала свой русский паспорт. Я меняла свой загран. Это было совершенно малюсенькое кафе, но они его переделали. Точнее, оно то кафе, видимо, переделали под мороженое, которое сейчас очень сильно трендится. О боже, посмотрите на эту... О боже, посмотрите на эту линию, очередь. А там они открыли второе кафе. Просто смотрите на эту очередь, да? That's the line. Вот такая красота. Горячо. Whipped cream, marshmallow, burnt marshmallow. How is it? Ням-ням. We have been tumbling around each other for quite a time. When you were coming around, I didn't feel like Forever Gossip Girl. Я, кстати, люблю приезжать в Мед, Метрополитен музей. Мне очень нравится. Да, теперь это место всегда мне напоминает и будет вечно напоминать Сплетницу. Вот люди здесь кушают. Это нормальная история. Мы только что выпили горячий шоколад, заели его маршмеллоу и маффином. И, мне кажется, уровень сахара в моей крови сейчас просто вот такой.
Вообще я сюда прихожу, в Метрополитен, мне кажется, исключительно весной и летом, потому что зимой что-то как-то меня не особо часто заносит на Верхний Ист-Сайд. Хотя вот когда приезжал мой друг из LA, мы сюда приходили, в Метрополитен, прошлись немножечко. Вот мне очень нравится, там очень красиво внутри. На самом деле ни один музей я так сильно не люблю, как Метрополитен. Вот, и если я уже говорила, то вход в музей стоит $1, если вы резидент Нью-Йорка. У меня нет пока резиденции Нью-Йорка в плане ID, потому что мои права, они лос-анджелесовские, калифорнийские, и мне не очень хочется их менять. Поэтому, когда мы пришли сюда с Игорем, у него были нью-йоркские, какие-то старые нью-йоркские ID, которые он сохранил, и он показал им свой ID. Они его спросили: скажите ваш зип-код. Он, поскольку здесь не живет, естественно, он все забыл, но я-то, поскольку здесь живу, я-то помню свой зип-код. И, короче говоря, у нас такая teamwork с ним была. Он показал ID, я сказала зип-код, и, короче, нас пропустили за $1. Think it'd be less or more weird if Chuck ended up being Gossip Girl instead of Dan? I think it would be very unusual and surprising because Dan at least a writer, so it kind of makes sense for him to be a Gossip Girl because he writes and Gossip Girl writes. But Chuck, he's a businessman. Plus, Right, Chuck's businessmen know how to sell things. well, Chuck's personality is not really Do you like, really think Dan's a good marketer? yeah. Do you think he has marketing ability? Well, Dan, he's like your this type of guy who's like can be your girlfriend and a guy friend at the same time. And I can't just imagine Chuck to be this way. Maybe you're right. Then he's like, I like the But guy. Chuck was full of gossip. He was gossip. He's not. Everything. Chuck не может быть сплетницей. How many episodes you watched? How many seasons you watched? I think I watched the first 4 and then the final season. I missed some seasons. 4 seasons? I thought you watched only 2 or something. No. But that was a long time ago. With another girlfriend? You can say girlfriend. Yeah, my first girlfriend. I watched it with her a long time ago. I mean, it's actually a pretty good show. Not bad. А я смотрела одна. Пока он смотрел там со своей девушкой первой, я смотрела одна в Москве сплетницу. И думала, вот, буду я здесь. И я здесь. We have been tumbling around each other for quite a time. When you were coming around, I didn't feel like we tried. You had my shine, so was I. You found my weakness straight. As time went by, we walked the line. You made us so insane. I feel like you wanna taste the tickles of. Мы зашли в отель Плаза. Это где снимался «Один дома». Смотрите, здесь картины на стенах очень красивые. И здесь раньше было много магазинов на -1 этаже. И мы зашли на них посмотреть, но они закрыты. Красивый зал, смотрите, какая красота. Отель Плаза, друзья. Какое-то время назад, кстати, закрывали вход, ну то есть спрашивали прям строго, чтобы только резиденты сюда приходили. И не пускали во время ковида никого, естественно, и какое-то время после ковида. Следуем за Джейкобом.
Мы оказались на Гранд-Централе, на центральном вокзале. И отсюда как раз у нас идет прямая ветка в даунтаун. А сзади меня находится мой любимый бар, называется Campbell's Apartment. Ну, отчасти он любимый, конечно же, благодаря сплетнице, но также, потому что там реально красиво. Каждый раз, когда я туда прихожу, там такой приглушенный свет, в общем, очень круто. У меня сегодня день доставки, и я решила сделать такой небольшой unpacking, потому что, насколько мне не изменяет память, там есть несколько очень прикольных вещей. Итак, они все пришли в один день. Лот номер 1. Это, короче, mushroom blend, грибной бленд. То есть грибной микс. Здесь 10 разных видов грибов, вот, включая ашваганду, которые способствуют, во-первых, пищеварению, как следствие снижению веса, улучшают метаболизм, повышают усвояемость продуктов, витаминов и всего прочего. Они также способствуют улучшению настроения, снижают стресс и повышают выносливость, иммунитет и энергию. Поэтому это очень прикольно, я хочу попробовать. Я очень много читала перед тем, как их заказать. Я думала, надо, не надо, какая-нибудь очередная добавка. Вот, но в силу того, что говорят, у нее очень прикольный вкус, если добавить ее в кофе, я решила, что why not? Еще одна супер находка. Это, так вот, да? Короче, коллаген с гранатом. Здесь, правда, 1000 миллиграмм коллагена. Обычно, по-моему, рекомендуется 10 тысяч. Но 1000 лучше, чем ничего, поэтому я сказала себе коллаген отдельно. Вот, но плюс вот этих вот постилок, это то, что здесь, ну, в принципе, есть коллаген как таковой. И гранат. Здесь очень много граната. Что-то там... Сколько здесь граната? Где-то было написано, боже. В коллагене написано 300 DA. 300 DA, то есть чем меньше DA, есть 500, есть там 1000. Короче, чем меньше вот эти гранулы, тем лучше он усваивается, и то бишь, короче, должно произойти чудо. Easy Cut написано. Опа. Реально как на вкус как гранат. Потому что иногда вот такие желешки я покупала тоже с коллагеном. Когда-то давно я купила огромный бокс и выбросила, потому что мне по вкусу не понравились. Но они были типа с лаймом, а я не люблю лайм. А эти с гранатом, и боже, какие же они вкусные. Это мои молдс. Это мне пришли для свечей. Вот это, короче, йога мат стрэп. Короче говоря, чтобы, если на йогу ты ходишь, обмотать специальная штукенция, чтобы мат можно было повесить на плечо. У меня не было такой. Я продолжаю скупать аксессуары, камеры, трайподы, свет, рефлекторы, вот такие приспособления для держания камеры. Еще у меня есть идея купить себе GoPro. Еще у меня есть идея купить себе свой старый Canon G7X Mark II. У меня раньше он был, сейчас я снимаю сейчас на Sony. У меня Sony ZV-1 влоговая камера, она очень классная. Но у нее есть кое-какие, конечно же, минусы, которых не было у Canon. В свою очередь, у Canon есть другие минусы, которых не было у Sony. Ну, то есть, короче говоря, каждая камера по-своему хороша. То есть, там в Sony, например, цветовая гамма там более насыщенная, да. У Canon лучше стабилизация. Будет отдельное видео про камеры. Вот. И, короче, я не могу успокоиться. Я немножко не то, что прям жалею, потому что моя камера тоже хорошая, но в Canon еще были очень клевые фотографии. То есть, там на него у него была вспышка встроена, на которую можно было снимать вот эти потрясающие вирусные фоточки, которые сейчас везде на Инстаграме и ТикТоке. Камера — это моя слабость. Еще я заказала коллаген, но он, видимо, не пришел, потому что вот в этих желе там мало коллагена, а я хочу как бы дополнительно пропить еще коллаген. Он там растворяется. Кстати, тоже со вкусом граната, судя по тому, что мне понравились желеем. Я думаю, что мне понравится коллаген по вкусу тоже, потому что, знаете, обычно его продают либо безвкусный, либо с каким-то дурацким ванильным, либо шоколадным вкусом. Он такой отдает химией. Там вот гранат, и витамин С, и биотин, то, что для волос хорошо. И есть силика, я не помню, что это, но это очень тоже хорошо для роста волос. Мне пришло очень много эфирных масел, я заказала себе целую коробку, там, наверное, штук 15 разных запахов для эфирных масел для свечей. О май гад, классный. Да, вот это яблоко. Боже, это супер. И я, по-моему, заказала отдельно пионы.
Может быть, попробую самой сделать. Вы знаете, что можно же самостоятельно сделать духи? На самом деле это не так сложно. Просто нужно вот несколько эфирных масел смешать, по-моему, там с алкоголем или с чем-то. Ну, короче.